Уолт Дисней родился в Чикаго и был четвертым ребенком в семье из 5 детей. У него было 3 старших брата – Херберт, Реймонд и Рой, а также младшая сестра Рут. О Рое мы еще поговорим. Компания Disney появилась как раз благодаря Уолту и Рою. Вы на канале Smaps Education, самом международном канале об образовании. Здесь мы рассказываем про учебу за рубежом, о возможностях построить карьеру за границей, об особенностях жизни в разных странах, личностях и компаниях, у которых есть чему поучиться. И сегодня мы поговорим о компании Disney, которая сегодня является самой успешной и знаменитой анимационной студией в мире. Но этого могло бы и не произойти, если бы Уолт Дисней не учился на своих ошибках и не был бы таким целеустремленным. Давайте с самого начала. По отцовской линии Уолта его предки восходят к нормандскому рыцарю Хьюзу де Изини, который участвовал в завоевании Англии в 1066 году и позже обосновался в Ирландии. Прапрадед Уолта эмигрировал из Ирландии в Канаду в 1834 году. Элиас Дисней, отец Уолта, родился в Онтарио в Канаде в 1859. Элиас Дисней за свою жизнь успел поработать плотником на Всемирной выставке 1893 года. Выращивал апельсины, торговал газетами и владел небольшим отелем. Когда Уолту было 4, его семья переехала в небольшой городок в штате Миссури, Марселин. Там они приобрели ферму. Любовь к рисованию у мальчика из бедной многодетной семьи появилась еще в раннем возрасте. В школьные годы Уолт разносил газеты, а все заработанные деньги тратил на художественные принадлежности. Отец наказывал его за такие, по его мнению, бессмысленные траты. Но несмотря на это, Уолт находил время для творчества и даже продавал свои работы соседям, рисуя на бумаге их любимых питомцев. Старшие братья Уолта, Герберт и Рэй, в скором времени сбежали из отчего дома обратно в Чикаго, потому что не могли выносить жизнь с отцом под одной крышей. Элиас был человеком суровым и очень строгим отцом. Он считал, что только силой можно чему-то научить ребенка. При этом, как ни странно, по воспоминаниям Уолта, отец старался привить им семейные ценности, учил заботиться о своей репутации и привил им любовь к труду. Тем не менее, не только Герберт и Рэй торопились сбежать из дома. Когда Рою было 19, он тоже покинул дом. А когда Уолту исполнилось 16, он подделал документы и сбежал на фронт. Настолько Уолт не хотел оставаться с отцом под одной крышей. В армию его, правда, не взяли, а взяли в Красный Крест. Туда принимали с 17 лет. Поэтому Уолту было достаточно прибавить себе всего 1 год. После войны Уолт пошел профессионально учиться рисованию. Он начал посещать курсы в Kansas City Art Institute и ходил на вечерние курсы в школу изящных искусств School of Design. Здесь он изучал основы академического рисунка и живописи. Если вам интересны школы и университеты искусств, посетите сайт SMAPS, где можно выбрать учебное заведение в любой стране и по любой специальности, а консультанты отвечают в чате на любые вопросы. Более того, вы даже можете подобрать краткосрочные программы и поехать поучиться, скажем, на лето. Возвращаемся к Диснею. Дисней начинает работать в студии Kansas City Film Ad Company. Там он создает рекламные ролики с использованием анимации. Это и дало ему практический опыт работы с анимацией и позволило применить полученные знания на практике. В студии он познакомился с Абом Айверксом, который стал его постоянным соратником и другом. Именно с Абом Дисней и создал свою первую компанию Iwerks Disney Commercial Artists. Фирма занималась созданием рекламных роликов и коммерческой графики, но у компании были трудности с заказами, и она не могла обеспечить себе стабильный доход. В результате Уолт был вынужден искать дополнительную работу, чтобы поддерживать бизнес. Iwerks Disney Commercial Artists просуществовала недолго. Из-за нехватки клиентов и финансовых трудностей компания была вынуждена закрыться. Уолт и Эб вернулись обратно в Kansas City Film Ad Company. В 1922 году Уолт основал новую студию Laugh-O-Gram Studio. Там они вместе с Айверксом начали создавать короткометражные мультфильмы по мотивам сказок. Уолту на тот момент было всего 21 год. Эта студия тоже столкнулась с финансовыми трудностями и в конечном итоге обанкротилась. Но именно здесь родились первые успешные анимационные проекты, которые заложили основу для будущей карьеры Уолта Диснея. Как можно видеть, первые проекты Диснея потерпели неудачи, но именно эти неудачи привели Уолта к тому, что сейчас его знает весь мир. В 1923 году после банкротства Laugh-O-Gram Studio Уолт Дисней переехал в Голливуд, центр киноиндустрии.
Рой Дисней, старший брат Уолта, уже жил на тот момент в Калифорнии. Братья решили объединить свои усилия, чтобы начать новый бизнес. Уолт и Рой основали свою новую компанию 16 октября 1923 года под названием Disney Brothers Studio. В начале своей карьеры Уолт Дисней и его брат Рой работали над проектами в гараже у родственников, используя самодельный стенд для создания мультипликации из досок и ящиков. Любят американцы работать в гаражах. Можно вспомнить только Стива Джобса, который также начал в гараже. Да вот только мало кто говорит, что по сути гаражи эти находятся в коттеджных поселках каких-нибудь самых дорогих районов Калифорнии. Посмотрите наш отдельный выпуск про взлеты и падения Стива Джобса. Братья Уолты платили своему дяде $5 в неделю за использование рабочего пространства. Так началась история компании Disney Brothers Cartoon Studio. Одним из первых проектов стала серия Alice Comedies, которая сочетала в себе живую игру актеров с анимацией. Роль Алисы играла 4-летняя Вирджиния Дэвис. А анимация была создана уже известным нам Эбом Айверксом, который также переехал в Голливуд. Первый короткометражный фильм серии Alice Wonderland был создан в Канзас-Сити. Уолт отправил его в Голливуд, чтобы привлечь внимание к своему новому проекту. Фильм понравился Маргарет Винклер, одной из первых женщин-дистрибьюторов в киноиндустрии, которая согласилась финансировать серию. С 1923 по 1927 было создано 57 эпизодов Alice Comedies. В течение этого времени Алису играли несколько разных актрис, но основная концепция оставалась неизменной. В конце 1920-х годов популярность Alice Comedies начала снижаться. Это совпало с созданием нового персонажа, кролика Освальда, Oswald's The Lucky Rabbit, который стал новым фокусом для студии. Уолт с Эбом придумали образ кролика Освальда, который предшествовал Микки Маусу. Освальд быстро завоевал популярность, и серия короткометражных мультфильмов про этого кролика начала приносить в студию значительный доход. Но тут не обошлось без проблем. В 1927 году Universal Pictures согласилась распространять мультфильмы о кролике, и это помогло сделать персонаж популярным. Но в 1928 году Уолт Дисней решил пересмотреть контракт с Universal Pictures. Он хотел увеличить финансирование для своих анимационных фильмов и улучшить условия контракта. Но Universal отказалась от его требований и заявила, что права на Освальда принадлежат им. Проблема заключалась в том, что Уолт Дисней не зарегистрировал права на Освальда на себя или на свою студию. Вместо этого права принадлежали Universal Pictures. Когда Disney попытался договориться о лучших условиях, Universal не только отказала ему, но и переманила многих из его аниматоров. Итак, Освальд был потерян, но Уолт и Эб начинают работать над новым персонажем. Так рождается Микки Маус, который станет не только заменой Освальду, но и превзойдет его по популярности и успеху. Первые мультфильмы с Микки Маусом, например, «Пароходик Уилли», принесли огромный успех и заложили основу для дальнейшего роста компании Disney. Айверкс в одном интервью сказал, что долго экспериментировал с другими видами анимационных зверей, лягушонком, котенком и щенком. Все были отвергнуты Уолтом. Идея мышонка пришла после воспоминаний о работе в студии Канзас-Сити. По воспоминаниям Уолта, тогда студии были полны всякими грызунами. Таким образом, Уолт хотел приручить одного из них. Кстати, сначала Уолт хотел назвать своего героя именем Мортимер, но жена Уолта, Лилиан, подкинула ему идею с Микки, так как это имя более простое и легче запоминается и пишется. А вот что касается кролика Освальда, то в 2016 году компания Disney смогла вернуть себе права на него. Это произошло в результате обмена, когда Disney передала NBC Universal права на комментатора спортивных передач Элла Майклза, а взамен получила права на Освальда и все созданные фильмы с ним. Следующим знаковым мультфильмом в карьере Диснея стал «Белоснежка и 7 гномов». Еще будучи разносчиком газет, в школьные годы Уолт впервые увидел немой мультфильм о Белоснежке, который он запомнил на всю жизнь. На создание своего видения Белоснежки по сказке братьев Гримм у Уолта ушло 3 года и было вложено более $1,5 миллиона. Хотя изначально никто этот проект всерьез не воспринимал, всем казалось дикостью создать целый полнометражный мультфильм. Изначально, кстати, на проект было выделено $250 тысяч, но Disney для завершения своей цели взял кредит в банке и не прогадал. Уже за первые годы в международном прокате мультфильм принес более 8 миллионов, а всего картина принесла более $400
миллионов долларов. За время работы над картиной было создано 1,5 миллиона рисунков. Интересно, что гномов и животных художники создавали на основе своих представлений и наблюдений, но вот для изображения людей использовался метод ротоскопирования, где каждый кадр анимации переносился на кальку с видео с настоящими актерами. Именно этот метод позволил достичь реалистичности в мультфильме. За Белоснежку Дисней получил множество наград, в том числе Оскар. Одну статуэтку он получил обычную, а в дополнение к ней ему дали еще 7 мини-Оскаров по количеству гнома. В 1989 году Библиотека Конгресса США признала фильм культурно-исторически значимым и выбрала его в качестве одного из первых 25 фильмов для сохранения в Национальном реестре фильмов. Американский институт киноискусства включил его в список 100 величайших американских фильмов, а в 2008 году назвал его величайшим американским мультфильмом всех времен. И представьте, эта версия Белоснежки вышла в 1937 году. Через 3 года, в 1940 на экраны выйдет Пиноккио, основанный на сказке итальянского писателя Карло Коллоди. Его также встретят с восторгом. Успех фильма был результатом огромного труда. Для создания более реалистичной сцены, где Пиноккио пытается сбежать от кита, художники провели длительное наблюдение за поведением настоящих китов. Музыка к фильму, написанная Ли Хайланом, Полем Смитом и Недом Вашингтоном, была удостоена премии «Оскар». Особенное признание получила песня «When You Wish Upon a Star», написанная Ли Харлайном на слова Неда Вашингтона. Ну и, конечно, «Золушка». Мультфильм вышел в послевоенный период, и от его успеха, по сути, зависело будущее компании. В период войны прокат снизился, в это время Дисней выпускал менее бюджетные мультфильмы, и, соответственно, выручка была значительно ниже. В этот период Уолт Дисней старался меньше экспериментировать и использовать неизвестные ему техники. В «Золушке», как и в «Белоснежке», была использована техника ротоскопирования. Специально был сделан акцент на холодных сине-зеленых оттенках в пейзажах мультфильма, чтобы главные герои казались более яркими и живыми. Я такое придумала! Бибиди-бобиди, бибиди-бобиди, бибиди-бобиди. А еще вы знали, что Золушку рисовали с реальной актрисой Хелен Стэнли, артистка балета и реальная живая модель для Золушки. А еще Авроры из «Спящей красавицы» и Аниты из «101 далматинца». И представьте, на дворе 1949, когда вы приходите в студию, чтобы быть моделью для мультика. Для Хелен на студии подбирались образы, наряды, прически, она отыгрывала эпизоды, и все это снималось на пленку. Отснятый материал переводили в рисунки. Золушку решили сделать блондинкой, так как по результатам исследований этот образ больше подходил для обделенной жизнью молодой девушки. На производство картины было затрачено $2,5 миллиона, а принесла она только за первый выпуск 4 миллиона, что существенно улучшило шаткое послевоенное положение студии. Также мультфильм получил признание «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале в 1951 году, а Уолт Дисней премию на Венецианском кинофестивале в 1950. 1966 году после смерти Уолта у компании наступает первый серьезный кризис. Рой остался управлять компанией, но только он был не мультипликатор, а финансист. К тому моменту в компании работала большая команда аниматоров, но после последнего проекта Уолта «Книга джунглей» компания Disney выпускала менее яркие и запоминающиеся работы. Так в течение почти 20 лет компания ходила по краю, и ходили слухи, что в скором времени она закроется. Вторую жизнь компании подарил американский бизнесмен Майкл Айснер, которого пригласили в качестве председателя. Тогда же началась реконструкция компании, было создано подразделение Walt Disney Television Animation, которое делало мультфильмы специально для телевидения, и успех компании принесут новые мультфильмы, которые стали хитами. «Русалочка», «Красавица и чудовище», «Аладдин» и «Король лев». Последний, кстати, станет самым успешным мультфильмом за всю историю компании.
В тот период, когда компания расцветала при Уолте, благодаря Белоснежке и Пиноккио, можно назвать золотым веком американской анимации. Все это было задолго до компьютерной графики, а вот когда ее начали применять для создания мультфильмов, Disney, как ни странно, долго не мог к ней приспособиться. Первое время компания вообще как-то не решалась начать применять компьютерную графику для мультфильмов, хотя в фильмах «Черная дыра» и «Трон» она ее использовала. Отойти от традиционной анимации компания решилась только тогда, когда обнаружила, как в этом преуспела компания Pixar. При этом сотрудники Pixar в принципе делали особый акцент и ставку на компьютерную графику, но всерьез их не воспринимали. У самой компании же было мало средств, чтобы воплотить все идеи, поэтому Disney предложили свою помощь. И тут занимательный факт. Не просто же так я упомянул Стива Джобса. Он как раз таки был одним из основателей Pixar, выкупив ее когда-то за $10 миллионов у Lucasfilm, подаривший нам «Звездных войнов». А в 2006 году Disney поглотит Pixar за $7,4 миллиарда и отдаст 7% своих акций Стиву Джобсу. Таким образом, Стив Джобс станет крупнейшим акционером The Walt Disney Company. Как вам такое? В 1995 году мир увидел пиксаровскую историю игрушек. Это был первый полностью созданный на компьютере анимационный фильм. История игрушек имела огромный успех, собрав в прокате $373 миллиона. Вслед за этим Disney и Pixar совместно выпустили еще 5 компьютерно-анимированных фильмов. «Приключения Флика» 1998 года, «История игрушек 2» 1999, «Корпорация монстров» 2001 год и «В поисках Немо» в 2003. При этом Disney выступала в роли дистрибьютора, а разработкой занимался Pixar, используя собственное программное обеспечение для анимации. Своих проектов того времени типа «Геркулес» 1997 года и «Мулан» 1998 года Disney продолжали использовать традиционную анимацию. Поэтому на фоне популярности компьютерно-анимированных Шрека и Ледникового периода в начале 2000-х их фильмы выглядели устаревшими. И это привело компанию к новому периоду упадка. В 2002 году студия попыталась резко сменить курс на компьютерную графику, уволив старых сотрудников и создав новый отдел компьютерной анимации. Однако выпущенная в том же году «Планета сокровищ» провалилась в прокате. Неудачи преследовали Disney до 2005 года, пока текущий глава компании не ушел в отставку и его место не занял Боб Айгер. Итак, в 2006 году Disney приобретает Pixar. И через 3 года, в 2009 году, Marvel. Pixar поможет Disney освоить компьютерную анимацию, а Marvel привлечь мужскую аудиторию за счет супергероев. Первый фильм Marvel, распространяемый Disney, вышел в 2012 году. Это были «Мстители». В проект было добавлено более 2000 визуальных эффектов, созданных 14 разными компаниями. Основную часть работы выполнила студия Industrial Light and Magic, ILM, которая являлась подразделением Lucasfilm. Как я уже сказал ранее, основанной Джорджем Лукасом, создателем «Звездных войн». И что произойдет в 2012 году? Disney приобретет Lucasfilm вместе с ILM за $4 миллиарда. С тех пор Industrial Light and Magic занимается практически всеми визуальными эффектами в фильмах Disney, включая новые части «Звездных войн» и всего, что с ними связано.